Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю всемирно известный немецкий классический торт Frankfurter Kranz, или же, как по-русски он называется, франкфуртский венок. И несмотря на то, что рецепту этого торта уже практически 300 лет, он был создан неизвестным немецким кондитером в 1735 году во Франкфурте на Майне, до сих пор у нас в Германии, так как я очень давно в Германии живу, могу вам смело сказать, что Frankfurter Kranz, наряду, допустим, с тортом «Черный лес», также любим народом, продается во всех кондитерских, булочных и является неотъемлемой частью ассортимента всех немецких кондитерских. Этот торт вообще был создан как олицетворение короны Священной Римской империи. В то время во Франкфурте на Майне именно короновались императоры Священной Римской империи. Ореховый крокант на этом торте олицетворяет собой золото на короне, и вот эти вот засахаренные вишни сверху – это рубины на короне, то есть значение у этого торта вот такое вот возвышенное. Во вкусе он очень богатый, насыщенный, этот торт. Печется он на очень вкусном, таком благородном кексовом тесте. Используется обязательно пудинговый масляный крем немецкий в этом торте и, конечно же, ореховый крокант. Итак, сначала мы подготовим форму. Здесь я показываю вам на выбор две формы 24 см по верхнему диаметру формы. Одна у меня форма обычная кексовая, вот эта, которую я сейчас показываю пониже. А вторая форма – это для выпекания кекса Гугельхупф. То есть она высокая, ее тоже можно использовать для торта Frankfurter Kranz. 24 см верхний диаметр, но я все же возьму сегодня вот эту пониже, которую кексовую форму, потому что внутренний диаметр у этого цилиндра, у кексовой формы все-таки шире, и работать мне с ней будет гораздо удобнее. Торт мне нужен был большой. Сначала обязательно, это просто обязательно нужно сделать, мы 5 буквально граммами сливочного масла смазываем форму, также посыпаем ее мукой, лишнюю муку удаляем и отставляем пока форму в сторону. И готовим тесто. 480 грамм муки, 160 грамм кукурузного крахмала, обязательно щепотку соли и 15 грамм разрыхлителя. Все это я отставляю пока в сторону. Сразу отвечаю на вопрос, вместо кукурузного крахмала вы можете это же количество муки взять, то есть 160 грамм, но с крахмалом изумительное будет просто тесто. 320 грамм размягченного сливочного масла. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара, либо же ванильного экстракта можно брать. Взбиваю все это просто до объединения. Добавляю туда 400 грамм сахара. Здесь пусть не смущают вас эти количества ингредиентов. Торт у меня будет минимум на 16 порций. То есть это торт большой я выпекаю. Я потом вам скажу, как сделать его на форму поменьше. То есть половину ингредиентов можно взять и какую форму для этого нужно брать. Повзбивала пару минут масло с сахаром и добавляю туда по одному яйцу, 8 яиц среднего размера, комнатной температуры. Добавляю по одному, прорабатываю примерно по полминуты каждое яйцо. В конце мне не удалось по одному яйцу, а 2 яйца сразу у меня упало в миску, но ничего страшного. Все это я перемешиваю, добавляю туда 240 мл молока комнатной температуры. Также перемешиваю. Масса на данном этапе слегка расслоится, это нормально. Сейчас при введении сухих ингредиентов все объединится. Добавляю туда сейчас 50 мл лимонного сока свежевыжатого. Это в принципе сок от 2 средних лимонов. И просеиваю туда сразу всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Вот это очень важно, что выпекать будем в заранее разогретой духовке. Взбивать долго здесь ничего не нужно. Все это прекрасно объединяется и получается. Вот такая пышная гладкая смесь у меня в итоге получилась. Сейчас я все тесто распределяю аккуратно по форме. Выпекать я буду этот кекс, назовем его так, потому что это кексовое тесто. Не бисквитное здесь используется. При температуре 180 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции на втором уровне снизу 1 час. Это в моей духовке. Дверцу первые хотя бы полчаса, когда будет печься у нас кекс, мы не открываем. У меня кекс испекся. Готовность кекса проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухая и чистая. Я даю ему немножко остыть в форме и переворачиваю его на решетку.
Вот такой красивый он, идеальный просто и очень-очень вкусный получается. Коржи будут с тонкопористой текстурой, коржи очень нежные, благородные на вкус. Для этого торта франкфуртский венок готовится именно кексовое тесто, не бисквитное. Если вы захотите вдруг готовить для него бисквитное тесто, возьмите тогда американский бисквит на горячем молоке. Это что-то будет так издали приближенное, скажем так, вот к этому вкусу. Но все равно не то. Итак, кекс у меня остыл уже до комнатной температуры, я нарезаю его на коржи. Нижнюю вот эту шапочку я ее срезаю буквально таким тонким очень слоем. И нарезаю на 3 таких равных коржа и вот на эту шапочку сверху. Посмотрите, какая текстура у каждого коржа. И коржи я очень бережно сейчас, так как они у нас с отверстием внутри, и сама текстура у кекса очень нежная, я перекладываю сразу на подложки. Особенно вот эту верхнюю шапочку, чтобы ее не повредить, я сейчас вот на такой пластиковой доске очень аккуратно переложу это сразу к общим коржам. И отставлю их пока что в сторону. И сварю заварную основу для немецкого пудингового масляного крема. Здесь у меня 750 мл молока. Я их довожу до кипения, но не кипячу. 70 грамм кукурузного крахмала, 200 грамм сахара, обязательно маленькую щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара и 250 миллилитров молока. Все это я перемешиваю. И сейчас тонкой струйкой, помешивая в центре кастрюли, я ввожу это к закипающему молоку. Сейчас в кастрюле с толстым дном на умеренном огне при непрерывном помешивании я довожу всю эту массу до кипения. И как только у меня пойдут первые признаки кипения, первые пузыри, я провариваю эту смесь еще примерно 1 минуту, так как здесь литр молока, здесь нужно проваривать так основательно. По прошествии минуты, когда смесь уже загустела, я снимаю с огня и переливаю в ту емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры, накрываю пищевой пленкой в контакт и готовлю сразу ореховый крокант. Покажу, как правильно его приготовить, чтобы он сразу получился необыкновенно вкусный и быстрый. Итак, здесь у меня сковорода с антипригарным покрытием диаметром 24 сантиметра. На этот диаметр очень удобно брать 100 грамм сахара, 50 миллилитров воды. Сейчас даю всей этой массе закипеть. Не перемешиваю здесь, даю просто сахару с водой раствориться. Закипает она на полном огне у меня эта масса. Происходит это очень просто и очень быстро все. Итак, масса начинает закипать. Когда пойдут уже сейчас активные вот такие пузыри, я сейчас уже добавлю туда орехи. На данном этапе, если вы хотите ароматизировать весь этот крокант, вы можете добавить половину чайной ложки корицы, также можно добавить ваниль туда для аромата, и у вас будет совершенно другой уже запах и вкус у десерта. Как только вся поверхность покрылась пузырями, я добавляю туда 100 грамм молотого обжаренного фундука. Можно добавлять не обжаренный. Вообще крокант самый вкусный получается с фундуком и с миндалем. Можно добавлять не обжаренный, но секрет именно самого вкусного кроканта именно в обжаренном заранее орехе. У меня уже покупной такой измельченный обжаренный фундук. Он продается часто в магазинах. Вы же можете сами его обжарить в духовке при температуре 150 градусов примерно 10 минут. Измельчить его ножом и обжарить до такого очень приятного орехового аромата. И сразу вынимать его оттуда из духовки. Дать ему остыть и уже использовать для приготовления кроканта. Итак, сейчас на полном огне я даю воде полностью выпариться при непрерывном помешивании. Вот здесь прошла минута еще. Я просто это вырезала, чтобы не занимать время в видео. Смесь на глазах густеет. Это правильно, это нормально. И в один прекрасный момент мы видим уже, что вода практически вся испарилась. И сахар уже у нас показывается вот такими кристалликами на орехах. Вот на этом этапе делаю из 9 делений на плите на 3-е деление. Здесь очень важно не брать посуду больше или меньше в диаметре вот на такое количество продуктов. Иначе просто работать будет с ним некомфортно.
Здесь прошла у меня еще ровно минута. И вот такая масса уже вязкая и подсушенная такая получается. И непрерывно все это помешиваю деревянной лопаткой. Здесь лучше всего использовать, конечно же, деревянную лопатку. Видите, уже сахар видно на каждом орешке. И вот здесь я показываю, не вырезая ничего. Очень важно, доходим до такой светло-золотистой колеровки у всего этого ореха. И сразу же снимаем его с огня. Не нужно здесь стараться держать эту массу до той степени, пока она у вас станет темно-медового цвета. Ни в коем случае. Потому что сейчас, пока вы будете перекладывать в посуду, у вас этот орех начнет нагреваться. Все, вот этого достаточно. Перекладываю в посуду. Видите, пока вот эти какие-то секунды, он уже стал на йоту темнее, этот орех. Он уже готов. Даю сейчас ему остыть буквально 10 минут. Он очень быстро остывает, очень быстро. И вот именно обжаренный изначально орех дает необыкновенно тонкий вкус, он буквально растворяется с этим сахаром. Когда орех не обжаренный используем для приготовления кроканта, на вкус ощущение такое, что мы едим орех отдельно, сахар отдельно. Здесь же, когда таким способом приготовлен крокант, ощущение единого целого во вкусе этого десерта. Хранить такой крокант можно в герметичной, лучше стеклянной посуде, в прохладном темном месте. Хранится он так до месяца. Итак, крокант отставили в сторону и завершаем приготовление масляного крема пудингового. 500 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю пару минут до побеления и пышности. И добавляю туда по 2 столовые ложки, может быть по 3, вот этого пудинга, который мы заранее приготовили. То есть в немецком пудинговом креме масляном не добавляются туда яйца. Нежнейший вкус будет, обязательно не забудьте добавить щепоточку соли. Будет изумительный просто вкус. Сейчас я прорабатываю все это миксером. Здесь очень важно, чтобы масса у вас была примерно температуры около 25 градусов Цельсия, чтобы ваши продукты не были холодными, особенно заварная основа, потому что можно ее просто охладить уже до холодного состояния, особенно сейчас в такое уже холодное время года. Вы можете заварную основу накануне приготовить заранее, поставить ее в холодильник, потом ее опять довести до комнатной температуры и взбить ее с маслом. Долго проваренную заварную основу с маслом уже не взбиваем, потому что чем дольше взбивается проваренный крахмал, тем более вероятность того, что у вас просто расслоится эта масса. Добавляю сейчас туда буквально 1 мл ромовой эссенции. Вы можете также 2 столовые ложки коньяка добавлять или рома, все, что вам нравится. Но вкус алкоголя должен быть у крема, как и у всех этих старинных классических тортов, в принципе. И тем временем я подготовлю конфитюр. Здесь используется готовый конфитюр или джем. Вообще используется брусничный джем. У меня джема нет, только брусничный конфитюр с ягодками. Поэтому я буду использовать малиновый джем. Он с пониженным содержанием сахара у меня здесь. Я его просто сейчас доведу до кипения, но кипятить не буду, чтобы он просто у меня растопился. Этот торт всегда делается с готовым покупным джемом. Поэтому я показываю вам просто здесь технологию производства. Итак, джем у меня уже закипел, я сняла с огня и отставила пока в сторону. И пропитываю сначала коржи. Для пропитки я взяла 100 грамм сахара, 100 грамм воды, вскипятила, остудила и добавила туда немного ромовой эссенции. Теперь каждый пропитанный корж я покрываю тонким слоем джема, горячего джема, и даю им полностью остыть. Примерно полчаса на это уйдет. Джем полностью зафиксировался, чтобы он потом не тянулся у нас за кремом, когда мы будем наносить крем. Крем я выложила в кондитерский мешок. Так удобнее всего, естественно, носить крем на этот джем. И вот так вот через раз я отсаживаю полосочку крема, чтобы потом была идеальная именно высота у кремовой прослойки. Кремовая прослойка здесь не должна быть высокой, то есть где-то 5 мм, не больше. Обязательно уже и серединку также промазываем кремом, чтобы потом нам удобнее уже было все это делать. И как вы видите, каждый корж я очень бережно со своей подложки каждый корж переношу уже на торт. Вот так нужно с ними работать. То есть здесь нужна аккуратность, конечно. Но это все делается на самом деле очень-очень просто. Верхний корж я также обязательно пропитываю вот эту верхнюю шапочку, потому что мы ее не пропитывали заранее, уже на торте пропитываю, так как она очень нежная. Но это в моем случае, у меня вот такой высоты этот торт. Торт мне нужен был большой в этот раз, я его делала на благотворительную акцию, и поэтому он все равно там нарезался на кусочки. Если вы захотите выпекать небольшой торт, то можно его сделать в форме 20 см в диаметре, в той же форме кексовой с отверстием, и также можно его в форме гугельхопф выпекать. То есть это все на ваше усмотрение. Тогда брать из расчета порции на 4 яйца, то есть всех продуктов брать вдвое меньше.
И сейчас остатками крема покрываю уже торт с внешней стороны, с боков и сверху. И немного крема у меня останется на украшение этого торта. Здесь следует уяснить, что крема в этом торте не должно быть много, ни внутри, ни снаружи. Вот если вы будете правильно его здесь наносить, этот крем, его как раз хватит и на выравнивание, и на украшение. На покрытие данного торта уходит как раз вот порция кроканта, которую мы приготовили. Я здесь хотела сделать идеальное покрытие, приготовила двойную порцию кроканта, и я покрывала очень обильно крокантом этот торт. Но в принципе хватает одной порции. Здесь у меня готового кроканта на покрытие торта ушло 270 грамм. Вы же можете его купить, у нас в Германии он везде продается. Я сейчас разделителем для тортов делю этот торт на 16 порций. И остатками нашего масляного крема я украшаю вот так из насадки 8 мм открытой звездочкой, то есть маленькая нужна насадка кондитерская, каждый кусочек торта. И выставляю вот такие сахарные вишни. Вишни эти продаются у нас тоже везде в Германии, в каждом магазине. Я его убирала часов на 5 в холодильник. И он у меня вот так уже нарезается. Нарезать надо сразу после холодильника. И потом уже в нарезанном виде дать ему постоять при комнатной температуре полчаса. И потом уже его кушать. Вот такой разрез у него получается. Очень красивый, очень достойный. Торт, как для советских людей, торт-сказка, любим миллионами здесь в Германии с детства. То есть это классика, которую в каждой семье любят. Торт этот прекрасно, так как он в виде веночка сделан, подходит на все рождественские праздники. Он очень хорошо украсит рождественский стол, если его украсить еще дополнительно розмарином, допустим, сверху. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.